Начинаем вязание носа черной пряжей. Начинаем с кольца амигуруми, в которое вяжем 6 столбиков без накида. Колечко затягиваем и второй ряд вяжем 6 прибавок. Устанавливаем маркер начала ряда и продолжаем вязание. Третий ряд мы вяжем 1 столбик прибавка и повторяем 6 раз. Четвертый ряд мы вяжем 2 столбика прибавка, тоже повторяем 6 раз. Пятый ряд вяжем 3 столбика прибавкой и повторяем 6 раз. Теперь вяжем 6 и 7 ряд просто по кругу 30 столбиков без накида.
Вот, теперь заканчиваем наш ряд соединительным столбиком и оставляем ниточку для пришивания. Пришивать носик будем как раз вот четко вот здесь вот над мордочкой. Вот, и набивать в процессе вязания. Теперь давайте с вами свяжем глазки. Для глазок я использую такую вот тонкую нить типа ириса, или же можно использовать ниточку основную джинса, но разделить ее пополам. Вяжем белым цветом. Особенность глазок, что мы вяжем их изнанкой на лицо. Начинаем вязание с кольца амигуруми, в него набираем 6 столбиков без накида. Затягиваем колечко, и следующий второй ряд мы вяжем 6 прибавок. Ставим маркерную нить и вяжем второй ряд. Ой, третий. Вяжем третий ряд. Вяжем один столбик прибавка и повторяем 6 раз. Теперь вяжем 4, 5 и 6 ряд по кругу. В ряду у нас будет 18 столбиков без накида. Итак, 3 рядочка я провязал. Теперь вяжем 7 ряд. Мы вяжем один столбик убавка и повторяем это 6 раз.
Теперь мы немножко набиваем эту деталь. И останется у нас заключающий 8-й ряд, в котором мы сделаем 6 убавок. И потом оставим ниточку и стянем отверстие. Заканчиваем ряд соединительным столбиком и отрезаем длинную ниточку. В ней мы сейчас затянем отверстие и позже мы пришьем глаза. Вот, и таких детальки нам нужно 2. Глазки готовы, и пришиваем их вот таким вот образом вверху над носиком, и чтобы они были плотненько рядом с носом, вот, и друг с дружкой. Зрачки вышиваем бусинками или же оформляйте на свое усмотрение. Заодно этой ниткой, которой мы пришивать будем глазки, мы можем вышить блик белый на носике. Ушки тигра состоят из 2 деталей. Одна внутренняя вяжется молочным цветом и внешняя вяжется оранжевым. Они вяжутся абсолютно одинаково и после складываются пополам и обвязываются по контуру черным цветом. Вот. На примере оранжевой детали вот рассказываю. Начинаем мы из кольца амигуруми, в которое вяжем 4 столбика. Стягиваем кольцо и вязание будем продолжать поворотными рядами. Поэтому в конце каждого ряда делаем воздушную петлю подъема и перед поворотом. Делаем воздушную петельку, поворачиваем вязание и вяжем 4 прибавки. Снова делаем воздушную петлю и поворачиваем. И третий ряд мы вяжем столбик прибавка 4 раза.
Вот, теперь заканчиваем соединительным столбиком, ниточку отрезаем. И по этой же схеме мы вяжем еще одну оранжевую деталь и 2 молочных. 4 детальки у меня уже готово. Теперь мы берем одну молочную и одну оранжевую. Складываем их изнанками. И теперь будем вязать за полупетли дальние, которые на молочном, и ближние получаются к молочной детали на оранжевом, то есть полупетли, которые касаются друг дружку. И теперь будем вязать черным цветом. Вяжем 2 столбика прибавка 4 раза. Закрепляем ниточку и вяжем вот за полупетли. Раз, два, прибавка. Раз, два столбик, прибавка. Такой способ вязания за полупетли дает нам вот здесь вот более-менее ровный край, потому что часть мы захватываем, а вторая полупетля вот остается, и она вырисовывает контур. И довязываем до конца ряда и делаем точно так же второе ушко. Так, получаются у нас вот такие вот ушки. С двух сторон. Теперь мы отрезаем вот эти ниточки все лишние, оставляем небольшие концы. Все ниточки нам нужно спрятать внутри детали. И теперь оранжевой нитью нам нужно сшить обе детальки между собой, а потом еще раз сложить ухо пополам и сшить тоже, чтобы оно имело вот такую вот форму. Точно так же проделываем и со вторым ухом, и потом пришиваем их вот в эти места на голове. Итак, наш тигр почти готов. Нам осталось немножко оформления. Мелким бисером на мордочке вышиваем точечки под усы и вышиваем коготки. И нужно будет вышить полоски по хвосту, лапкам и голове. Для этого я использовал черную нить, которую мы вязали, и вышивал полосочки на хвосте примерно через 3 ряда, на лапках нижних, верхних через 2, на туловище тут уже чередовал через 2, через 3, через 3, там вот, да, произвольный такой момент, я думаю, он у вас трудностей совсем не вызовет. Ну что же, друзья, если вы сейчас смотрите этот момент, значит, все же вы дошли до конца и связали своего тигра. Хотел вам предложить следующий вариант. Давайте соберем все наши готовые работы в одно видео. Для этого вы можете фотографии своих работ прислать мне на электронную почту, или же при публикации, например, в Instagram, вы можете отметить работы моим хэштегом, по которому все участники моих вязальных движух отмечают свои работы. Хэштег звучит как «Вяжу с Максимом», но обратите внимание, что он разделен нижним подчеркиванием. Не допускайте ошибок в написании, и я все ваши работы увижу. А в конце
года или в начале следующего. Давайте соберем их в одно большое видео и выложим у меня на канале. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вы не забыли подписаться и поставить пальчик вверх этому видео. Если у вас остались вопросы или предложения, можете связаться со мной любым удобным для вас способом. Ссылки все и описание продублирую в тексте под видео. До новых встреч!